Всем привет! С вами Алла. Сегодня давайте посмотрим общий расклад. Какая женщина грустит из-за вас? Кому из-за вас плохо? Грустит, скучает, не знаю, плачет. Давайте я назову так тему, а дальше посмотрим, что карты покажут. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что я таролог, астролог и психолог. И сегодня у нас таро-расклад. Выбирайте колоду, которая вам больше нравится. И это будет первый вариант, и это будет второй. Итак, первый вариант – сигнификатор четверка мечей. По четверке мечей речь идет об отношениях, которые стоят на паузе. Вы сейчас не общаетесь. Поэтому, если вы общаетесь, и между вами есть какие-то, скажем, взаимодействия, то расклад вам не подойдет. Только для тех, кто сейчас не общается вообще. Десятка мечей – это, в принципе, про то, что, смотрите, одни мечи сплошные. Кто-то у кого-то здесь в блоке. Либо она вас, либо вы ее заблокировали. Молчите вы тут давно. Здесь такое, знаете, прям холодное молчание. Это когда люди принимают решение принципиально не выходить на связь. Значит, в первом варианте женщина, которая после ссоры приняла принципиальное решение больше с мужчиной никогда не выходить на связь. Но женщина рассчитывала на то, что мужчина здесь сам как-то будет проявляться, мужчина тут напишет, либо позвонит, либо как-то будет мириться. Но, видимо, мужчина тут тоже принципиально решил, что как бы это точка, на связь выходить не буду. Не знаю, почему вы тут вдвоем приняли такое решение. Расклад общий, тут как бы у всех будут какие-то разные причины. Суть в том, что каждый из вас, и мужчина, и женщина, вы почему-то рассчитывали на то, что вот кто-то другой будет выходить на связь. Типа я буду молчать, я буду сидеть в позе, я буду принципиально молчать, а вот как бы она пусть сама выйдет на связь. И парадокс в том, что она считала точно так же. Типа я тут сижу принципиально в молчании, вот он должен выйти на связь сам. В итоге здесь оба молчат, и никто не выходит на связь. На сейчас, видимо, вы тут достаточно давно молчите, потому что ваше молчание затянулось. И оно настолько затянулось, что женщина не понимает, как теперь выйти уже из этого молчания. Знаете, есть хорошая пословица «дорога ложка к обеду». И если уже, например, завтрак следующего дня, то ложка уже не нужна. Там уже, может быть, не нужны столовые приборы в принципе. То есть все должно происходить вовремя. А в первом варианте про то, что здесь уже, видимо, прошло достаточно длительное время,
И тут уже как бы, ну, непонятно, как теперь выходить на связь. Здесь, может быть, прошло 3 месяца, прошло полгода. У всех вас тут будет разное время. Может быть, кто-то тут год молчит уже. И просто с бухты-барахты через год «Привет, как у тебя дела?» Ну, как бы тут уже, наверное, так тупо выходить на связь. И женщина вот считает вот так. Типа, и как я теперь буду выходить на связь? После такого длительного молчания. Вот смотрите, она уже как бы и не против тут и поговорить, и не против тут встретиться, и не против искать компромиссы. Женщина тут уже перегорела. То есть если раньше тут, например, была на вас агрессия, злость, у кого-то даже ненависть тут была по этим картам, сейчас оно уже как-то все улеглось, потому что прошло много времени. Женщина реально выдохлась эмоционально. Она устала уже бороться сама с собой прежде всего, а потом уже с вами. Сейчас она думает, как найти какую-то уловку, как найти какую-то хитрость. Как теперь вот можно, чтобы и не обломаться, и не унизиться, и не выглядеть тупо в ваших глазах. Но она пока не понимает, как это сделать. Знаете, пока она только ищет варианты. Но ей непонятно, вот, например, если вы молчите год или там полгода, она не понимает, как теперь через такое продолжительное время просто позвонить или написать «Привет, как у тебя дела?» там «Давай поговорим». В ее понимании это тупо. В ее понимании, если бы вы хотели с ней помириться, вы бы первый вышли на связь. И карты говорят про то, что ну, если ты так долго молчишь, ну, значит, ты не хочешь со мной мириться. А если ты не хочешь со мной мириться, то зачем мне выходить на связь? Просто чтобы ты лишний раз на мне отыгрался и как бы унизил? Ну, как бы так тоже не хочу. Здесь вот про это речь. Здесь женщина боится унижения с вашей стороны. Ну, типа вы ее пошлете, либо как-то там нагрубите, либо что-то унизительно скажете. Ей очень сложно принять решение. Вот она, королева чаш выпала. Вы для нее видитесь каким-то упрямым, принципиальным, жестким и авторитарным. И можно сказать, что она вас побаивается, и поэтому она не знает, как выходить на связь. Вот реально человек не знает, как быть дальше. Она в каком-то таком состоянии, знаете, когда, ну давайте назовем это отчаяние, потому что 10 жезлов – это про отчаяние в данном случае. Ну вот так вот, единички. Вот такой сегодня показал вариант расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для тех, у кого похожая ситуация, вы хотите понять, как ее разрулить, обращайтесь ко мне за личным раскладом. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, смотрим двоечек. И открывает сигнификатор 9 пентаклей. Какая женщина по вам грустит и плачет? Не, ребята, двойки тут не плачут. Видите, я расклад называю какой-то определенной темой, но так как это общий расклад, то карты часто показывают совершенно другое. И поэтому
Во втором варианте здесь женщина не плачет и даже не страдает. А что между вами на сейчас происходит? Ну, тут ссора. Тут не как в первом варианте. Тут ссора, ну такая, знаете, очень болезненная ссора по десятке мечей. Тут вы зарубились тоже, вот похоже на первый вариант, но тут это непродолжительное время. Если в первом варианте там как капитальное молчание, там очень длительное молчание, то во втором варианте здесь, ну, может быть, вы максимум недели 2 молчите. Либо просто как, знаете, как переписываетесь, созваниваетесь, но нет контакта, вы все время ругаетесь. Мужчина здесь может приезжать к женщине, просить разговор, пытаться с ней разговаривать, пытаться ей что-то доносить. Но женщина тут настроена как-то, знаете, так ершисто, вот как еж какой-то. Здесь женщина может говорить там типа все, конец, там ничего не хочу от тебя, там уйди, я тебя не люблю, вот в таком формате. Здесь такие очень громкие слова. А ты не боишься, что мужчина реально уйдет? Насколько ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь? Понимает. Хорошо, ты боишься потерять мужчину? Почему-то нет. Здесь почему-то женщина уверена, что вы никуда не денетесь. Здесь женщина может бросаться очень громкими фразами, типа «да ты мне не нужен». И она почему-то не боится, что вы исчезнете. Здесь женщина то ли знает, то ли чувствует, что вы ее любите, вы к ней очень сильно привязаны. Ну и, в принципе, она этим может манипулировать. Типа, никуда ты от меня не денешься. Ну, хотя мысли, конечно, есть такие, что вы можете плюнуть и развернуться. Но все-таки уверенности в том, что вы никуда не денетесь, ее больше. Двойки, знаете, про что речь? Женщина себя так может вести специально, чтобы вам сделать больно. Это, знаете, когда ты кого-то любишь, ты начинаешь этого человека идеализировать, ты начинаешь этому человеку приписывать какие-то качества характера, какие-то там поступки, то, что тебе хотелось бы, но того, чего могло и не быть. И потом как-то реальный человек начинает вести себя как-то по-другому, то начинаются какие-то претензии и разочарования. Ну, типа, я же про тебя думала, что ты вот такой, а ты тут оказываешься другой вообще. И вот во втором варианте вот здесь произошло что-то вот из этого. Что женщина изначально вас как-то идеализировала и что-то себе там нафантазировала. То есть она себе представила, что вы какой-то должны быть другой. А потом, когда вы начали показывать себя настоящего, вот здесь пошло какое-то разочарование и какие-то претензии уже. И вот на этом фоне тут как раз вот дальше начали все эти недоразумения. Так, давайте достанем совет. Женщина сейчас застряла в какой-то позиции агрессора.
Знаете, вот есть позиция жертвы, есть позиция агрессора. Вот она в позиции агрессора. Типа я тебе буду мстить, вот пока я не увижу, что тебе тоже плохо. Вот, типа ты мне сделал больно, и теперь я тебе должна сделать больно, и тогда мы с тобой квиты. И вот тогда мы с тобой помиримся. Тут мышление как у подростка. Хотя, чему удивляться? Наверное, 90% населения вот оно так мыслит. Ты мне на ногу наступил, значит, я тебе обязательно должен наступить тоже. Бред, но тем не менее. Большинство людей, к сожалению, так мыслят, вот такой категорией. Поэтому здесь вот такое мышление, что я буду тебе сейчас портить жизнь, пока ты не настрадаешься, пока я не убежусь в том, что вот тебе было больно так же, как было мне. И вот когда я увижу, что ты настрадался, тогда я тебя прощу, и вот тогда я с тобой помирюсь. Но если тут эта девушка, ей там лет 25, то еще ладно. В таком возрасте там еще тараканы в голове. Но если тут уже за 35, ну, значит, тут инфантильная женщина. Ну, еще и как бы абьюзер. Поэтому тут, конечно, вот такая история. Тут сами решайте, что с этим делать и как с этим быть. Напоминаю, что это был общий расклад. Воспринимайте его не как истину в последней инстанции, а как подсказки от Вселенной. Для тех, кто хочет разобраться со своей, как говорится, индивидуальной историей, со своей конкретной женщиной, если вы запутались, если вы не понимаете, как дальше с ней выстраивать отношения, если вы не понимаете, что у нее в голове, на сердце, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Я вам помогу и как таролог, и как психолог разобраться в вашей запутанной ситуации и вырулить из нее самый лучший вариант исхода событий. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кто себя узнал в общем раскладе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем хорошего вечера, кому-то хорошего дня. Всем пока.